Сегодня рассмотрим самый качественный из доступных кит-наборов линейного стабилизатора напряжения от 0 до 30 вольт и током до 3 ампер. Стоил набор всего $10. Посылка пришла в стандартном антистатичном пакете в мягкой упаковке, и сам текстилит платы защищал собой мелкие компоненты. Внутри пакета все комплектующие были россыпью, но ничего не пострадало. Качество платы отменное, она двухсторонняя, чистая и покрыта защитной маской. Каждый элемент на ней подписан, поэтому схемы для установки всех компонентов не потребуются вовсе. Но на всякий случай я прикреплю ее ссылкой в описании к видео. Из комплектующих я заменил только 4. Диоды заменил с 3 ампер на 6 ампер, так как ток на них мог достигать 4 ампер. Резисторы проверял тестером, хотя есть программа на смартфон типа eTools, где вы можете выставить цвета, какие у вас на резисторе, и она вам покажет его номинал. 5-ваттный цементированный резистор на 0,47 Ом заменил на 25-ваттный. Конденсатор заменил с 3300 на 4700, который просто был в наличии. Также заменил потенциометр на многооборотистый. Установку советую начинать с маленьких элементов. Докупил для операционных усилителей вот такие панельки. Стоят они копейки, а сэкономить в случае чего смогут кучу времени. Устанавливаем микросхему операционных усилителей в панель по ключу. Выемка на панели должна быть на стороне точки микросхемы.
На плате ключ обозначен такой же выемкой, как на панельке. При установке конденсаторов очень важно соблюдать их полярность. Длинная ножка плюс, короткая ножка минус. На самой плате минусовой контакт заштрихован. При установке радиаторов на транзисторы я использовал термопасту КПТ-19. Она не высыхающая за счет наличия в ней большого процента металлических примесей, но из-за этого она и токопроводящая. Так что учтите, что радиатор может быть под напряжением, если вы не поставите изоляционную прокладку. При пайке остальных элементов, самый горячий из них, я пытался поднять как можно выше от платы. А резистор потом вообще вынес на радиатор отдельно. Установка клемников происходит интуитивно понятно. Конденсатор на 4700 микрофарада немного больше, чем комплектный, но был бы у меня более емкий, я бы его поставил. При установке транзисторов советую придать форму крайним ножкам, для того чтобы они без изгибов становились в свои отверстия. Теперь они ровненько и красиво стоят на своем месте.
Транзистор, управляющий кулером, я тоже посадил на радиатор. Кстати, кулер на 24 вольта, и это, мягко говоря, спорное решение. На 5 или 12 вольт было бы куда комфортнее. На плате есть синий многооборотистый резистор на 100 кОм. Это резистор для установки нуля. Переведите оба потенциометра силы тока и напряжения на минимальное значение влево. Как мы видим, 50 мВ все еще выдается платой. И с помощью этого многооборотистого резистора можно выставить значение на 0. Если выставлять значение силы тока с большой точностью редко когда понадобится, то регулировать напряжение с большей точностью, чем это позволяет стандартный резистор, очень хотелось бы. Для этого прикупил многооборотистый потенциометр на те же 10 кОм, но который регулирует напряжение не в один оборот ручки, а в 10, то есть 3 вольта на один оборот ручки. Как можете видеть, регулировка очень плавная и очень точная. При тестах короткого замыкания у меня за несколько секунд нагрелся и сгорел резистор 5-ваттный цементированный. Ему явно недостаточно. После этого 5-ваттный цементированный я заменил на металлический 25-ваттный. Кстати, лампочка короткого замыкания и она же ограничение тока очень удобная штука. Регулировка с новым потенциометром позволяет добиться точности в сотые доли вольта.
Сейчас я использую слабый на 19 вольт трансформатор, поэтому напряжение поднялось всего лишь до 24 вольт. Как я уже говорил выше, лампочка срабатывает не только при козе, но и при ограничении тока. Вынес мощный транзистор и резистор на 0,47 Ом на отдельный радиатор от процессора Intel. Потом поставлю на него кулер. Такие меры лишними не будут, так как в моменты максимальной нагрузки с этого транзистора надо будет снимать до 90 Вт тепла, а это ничего себе. Заказал нормальный тороид на 22 вольта. Почему на 22, а не на 24, как это написано в характеристиках этого стабилизатора, будет рассказано в подробной большой статье по этому кит-набору. Ссылка в описании к видео. В итоге за 10 баксов мы имеем отличное качество изготовления платы и комплектующих, почти правильная схемотехника устройства, полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора напряжения, хорошо подходит начинающим радиолюбителям и не только. Отсутствие емких конденсаторов на выходе, вследствие чего этот стабилизатор безопасен для проверки светодиодов. А теперь о минусах. Неправильно выбран тип операционных усилителей. Из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 вольт. Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные. Эту плату я поставлю в свой лабораторный блок питания и тогда проведу более детальное его тестирование. А пока подписывайтесь на канал и не пропустите очередное интересное видео. Всем спасибо и пока.